Всем привет! Это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. И сегодня 128-й день войны, и мы поговорим о том, как складывается международная обстановка с Кейр Джилс. Это Россия и Евразия, программа в Чатем-хаусе. Добрый день, Кейр. Здравствуйте. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях. Кейр, первый вопрос к вам. Зачем России по факту сейчас конфронтация почти со всем миром? Недавно президент Путин очень четко высказался по поводу настоящих целей этой войны. Он бросил попытки прикрыть свои действия провокациями со стороны Запада и расширением НАТО. Вместо этого он стал говорить больше о восстановлении имперской России, называя политику Советского Союза по поводу национальных республик, на которых и сформировались современные независимые страны, ошибкой. На сегодняшний день Путина волнует то, что эти страны реально независимы и не контролируются Москвой. Он убежден в том, что это неестественно, и то, что ему нужно исправить эту историческую ошибку. Правда, проблема заключается в том, что мы живем в 21 веке, и империалистические понятия 19 века уже отошли. Это объясняет такое яростное сопротивление со стороны цивилизованных стран. Там понимают, какой опасный прецедент создает Россия, пытаясь решить свои проблемы военным путем. Конечно, есть разница между взглядами Северной Америки и Европы на этот вопрос, а также как их действия воспринимаются в остальном мире. Давайте не забывать, что в некоторых частях света люди симпатизируют политике Путина по сравнению с Европой, где четко начали разделять на черное и белое. Это большой вызов для международного права и миропорядка, до этого сохранявших безопасность и стабильность. А у вас есть объяснение, и когда, собственно, Путин решил стать таким вот своеобразным новым фюрером? Люди, наблюдавшие за Путиным с самого начала и анализировавшие его заявления, замечали процесс формирования и укоренения его взглядов относительно мира. И с каждым годом он все больше и больше удалялся от понятий миропорядка, которые в западном мире воспринимаются как норма. Многие аналитики, наблюдающие за Путиным, считают, что период пандемии COVID, когда он был полностью изолирован от внешнего мира, был ключевым не только в его погружении в конспирологические теории относительно нападения Запада, но и в формировании его фанатичного взгляда относительно Украины. Это привело его к реальной вере в то, что украинцы — это растерянные россияне, ожидающие увольнения. А почему вы считаете, Путин так именно вцепился именно в Украину в данный момент? Большинству в мире уже понятно, что для России эта война не за Украину, которая стала жертвой и стороной конфликта в настоящее время. Путинские амбиции лежат гораздо дальше. Война за Украину не последняя. Украина первая в списке многих войн, которыми Россия хочет воспользоваться. Для возвращения, по мнению Путина, к предварительным отношениям с мероприятием и диктовкой своих условий. Такая ситуация привлекает к Украине много помощи. Осознавая, что вы находитесь на фронте не только своей страны, но и Европы, и западного мира в целом. И Украина только первая в серии московских военных кампаний. А каково настоящее место в мире, ваша вот оценка российской армии на данный момент? Что вы видите? В начале войны русская армия сделала все возможное для того, чтобы в мире увидели, на что она способна, и насколько это поразительно отличается от тех историй о ней, которые мы слышали до этого. Однако существует риск их недооценки на данный момент. В истории существуют примеры, когда в начале войн Россия разгромно проигрывала, но потом ей удавалось прийти в себя и постепенно перемалывать своих врагов количеством, несмотря на свои собственные потери.
to grind their opponents down through a sheer mass and through this willingness to be completely disregarding of their own casualties in pursuit of war aims. And of course, Также они опираются на советские запасы оружия и боеприпасов, аналогом которых могут похвастаться только несколько стран. Мы не ошиблись в том, что Россия не может вести современную войну с привлечением технологий, но это не влияет на их возможности вести войну по-старому. И именно это опасно для соседей России. А какие основные, ну, условно говоря, плюсы вы сказали, это много техники, да? А какие основные минусы есть российской армии, которые Украине нужно обязательно попытаться использовать? Если честно, я всегда сомневаюсь давать советы, как Украине стоит себя защищать, поскольку я являюсь сторонним наблюдателем. Лучшие люди, которые могли бы это сделать, это те, кто непосредственно находится на передовой. Именно они способны близко разглядеть преимущества и недостатки русских войск. Кстати, именно поэтому мировым лидерам следует прислушиваться к своим украинским коллегам в том, какое оружие им необходимо и когда. За месяцы войны мы успели увидеть эволюцию таких отношений, и она продолжается. От срочного запроса необходимого вооружения для нанесения потерь России во время вторжения до сегодняшних, позволяющих полностью остановить врага и по случаю помочь в освобождении оккупированных территорий. Именно поэтому только украинцы знают, что им нужно, чтобы воспользоваться слабостями российской армии. Если я не ошибаюсь, по-моему, Борис Джонсон или ваш министр обороны сказал о том, что вот мы собираемся обучить тысячи украинских военнослужащих. Чему конкретно и насколько это может помочь? Для тренировки украинских военных. Конечно, это делается не просто для того, чтобы научить ваших воинов пользоваться западной техникой. Тот опыт, который они приобрели на фронте, непосредственное наблюдение за россиянами, чрезвычайно ценная информация, которую могут получить страны, поддерживающие Украину. Так, Великобритания может улучшить знания и навыки украинских военных по логистике, тактической медицине и тактике. Однако это путь в обе стороны. Мы тоже будем учиться у вас. Если Беларусь вступит в войну, какие могут быть последствия от этого для Украины и для Беларуси? Нам до сих пор не ясна роль Беларуси в этой войне. Были некоторые признаки того, что Беларусь изначально должна принимать участие в войне против Украины, но это встретило сопротивление со стороны белорусских военных. Это не останавливает Россию каким-либо способом затянуть ее в этот конфликт. Только за последние недели мы увидели, как запускаются крылатые ракеты из белорусского воздушного пространства, как вывозятся в Россию белорусские боеприпасы и как Кремль пообещал Минску поставить «Искандеры», являющиеся нескрываемым стремлением как-то втянуть Беларусь в войну. Если это удастся сделать, то будет открыт Северный фронт, который распространяет войну в Украине на большую площадь. Несмотря на это, мы не видим, чтобы эти попытки как-то повлияли на мнение Лукашенко присоединиться к этой войне. Каковы были шаги западных стран по помощи Украине, и как вы их оцениваете, и достаточно ли они? Украине в ближайшее время всегда будет необходима вся возможная помощь. Однако, к сожалению, мы видим, как страны мира сдерживаются России в предоставлении всего спектра вооружения, нужного Украине. Это происходит не только из-за военных возможностей стран, но и из-за постоянных высказываний некоторых чиновников США и Европы, что важно не провоцировать Россию, потому что последней из-за своих постоянных угроз удалось убедить их в тяжелых последствиях таких действий. Также этот негативный тренд стал возможен благодаря тому, что некоторые страны Европы пришли к мнению, что есть другие способы для остановки этой войны, и то, что гуманитарная, экономическая и политическая помощь Украине не важны. И, к сожалению, такие мысли есть и у остального мира.
And that support should come from the rest of the world as well. Страны, страдающие российской блокадой украинских портов, должны были бы играть более активную роль в принуждении России снять ее. Однако мы видим обратное. Мы видим, что они давят на Украину капитуляцией и присоединяются к тем людям в Европе, которые ищут дипломатического способа урегулирования, который сегодня состоит в том, что Украина сдаст свои территории и предоставит России время для перегруппировки своих войск, чтобы снова напасть. A negotiated settlement to the war, which at this stage can only equate to Ukraine surrendering territory and giving Russia a breathing space to reconstitute its armed forces in order to relaunch the war at a time of its choosing. Может, вы можете сказать, какие виды вооружения, на ваш взгляд, необходимо получить все-таки Украине в первую очередь? И что касается ПВО и самолетов, о которых было столько разговоров, и которые Украина до сих пор не получила. Даже хотя бы старые МиГи, которые там должна была передавать одна из восточноевропейских стран. I would rely entirely on what Ukraine says it needs in terms of weapon systems and support. And yes, it's true that Опять же, я упирался бы на те запросы, которые идут из вооруженных сил Украины. Однако не стоит забывать, что некоторые из них, например, передачи советских МиГ, были полностью провалены. Мы до сих пор не знаем, что в этом процессе пошло не так, но мы до сих пор видим самоудержание Запада от предоставления именно такого оружия, в котором нуждается Украина, из-за надуманного страха России. Однако мы можем выделить основные потребности. Конечно, это самолеты и противовоздушная оборона для перехвата крылатых ракет. А какое ваше мнение, почему они еще не передали? Внешне непонятно, связаны ли такие задержки с логистическими или бюрократическими препятствиями, или со страхом угрозы России. Трудно делать какие-то выводы, когда ты находишься вне системы принятия таких решений. Но в любом случае дела обстоят плохо, потому что это придает России уверенность в том, что ее угрозы эффективны. И они продолжат их делать, пока будут видеть, что они работают. Есть ли реальные союзники у Путина, на ваш взгляд, в этой войне? Здесь мы можем наблюдать большую разницу между Украиной и Россией, в то время как у Украины множество союзников и публичной поддержки, а в России ее либо совсем нет, либо они не спешат активно помогать ей. Конечно, мы видим моральную поддержку Путина из неожиданных уголков мира, и мы пока не знаем, ограничивается ли эта поддержка только словами. Например, если посмотреть на недавний мониторинг общественного мнения в Малайзии, то мы увидим там очень высокие показатели поддержки Путина, причем из-за исламской солидарности. Россия возглавляет войну против страны, президент которой еврей, постоянно критикуемый за Палестину. Так, Путин получает определенную поддержку из разных уголков мира, но не столь мощную, чтобы перестать надеяться на свои собственные резервы оружия и боеприпасов. Как вы считаете, сможет ли когда-нибудь Российская Федерация избавиться от этого такого чекистского ошейника, который сейчас на них есть? Это отсылка к книге Кэтрин Белтон «Как КГБ захватил Россию и перешел в наступление на Запад», если вы читали такую книгу о том, как, собственно, чекисты вернулись во власть. Любые подобные изменения встретят препятствия перед фундаментальной российской политической системой, которые традиционно кровавые и несут серьезные последствия для стран вокруг России. Однако это зависит не только от КГБшного руководства России, но и целых институтов, поддерживающих политику завоевательных войн. Это целая идея того, что Россия могущественна и что она империя образца XIX века, несущая свет в 21. Именно это, по их мнению, и есть настоящая причина конфликта. И именно поэтому так трудно Западу и России понять друг друга.
Повторяюсь, Кремль не считает естественным то, что страны вокруг него могут быть независимыми. Это отрицает понятие империи. Единственное, что может разрушить эту идею, это проигрыш России, который ослабит ее настолько, чтобы она очень долго не решалась на реализацию империалистических амбиций. И это еще одна причина для того, чтобы западные силы, понимающие опасность этой идеи, отчаянно поддерживают Украину и пытаются остановить Россию. Understand that it is so important to support Ukraine in delivering that defeat to Moscow. Какова реальная роль Китая в этой украино-российской войне? На чьей они стороне, заинтересованы, в чем они? Я считаю, что в Китае очень разочарованы действиями Владимира Путина после его стольких дипломатических визитов, на которых он обещал скорую победу. Но сейчас Китай пытается не выбирать сторону и сидеть посередине забора. И именно такой стратегии они придерживаются. Отойти, подождать до победы одной из сторон, а после сделать ставки. И у Китая в этой игре есть большой козырь. Если Россия проиграет, это приведет к колоссальным политическим изменениям вокруг страны, и со временем может наступить момент, когда сам Китай захочет решить свои территориальные претензии к Москве. Они даже будут задействовать те же аргументы, которые используют россияне. Давайте не забывать, что в истории отношений этих двух стран было множество политических и территориальных споров. Объявлено, да, о том, что НАТО, вероятнее всего, примет Финляндию и Швецию в свои ряды. При этом Путин объявлял начало этой войны как цель убрать НАТО с границ России. И теперь в обратную сторону получил более широкую границу со странами НАТО. Как вы можете оценивать, и почему он так не реагирует на это, как он реагировал, например, на желание Украины вступить в НАТО? Это еще одна демонстрация того, что Россия в который раз не справилась с пониманием Запада, а именно то, что их действия приводят к совершенно противоположным результатам, на которые они надеялись. Кроме Швеции и Финляндии существует множество примеров, на которых они не смогли научиться. В любом случае, Россия угрожала Финляндии и Швеции последствиями, если они вступят в НАТО. НАТО, в свою очередь, усилило поддержку этим странам для демонстрации ценностей этого альянса и то, что они готовы их защищать. But the other aspect of this that is important for understanding the lead up to this conflict is the way in which Moscow... Несмотря на это, Россия никак не поймет реальные результаты своих действий. Но существует и другой аспект, который дает понять предтечи этой войны, то, что Кремль отверг все предложения о том, что НАТО для них проблема. Как только Швеция и Финляндия твердо решили вступить в НАТО, любые претензии со стороны Москвы исчезли. Если бы мы смогли рассмотреть это гораздо раньше, то таким странам, как Украина и Грузия, не давали бы пустые обещания присоединиться к Альянсу когда-нибудь в будущем. Это, наоборот, провоцировало Россию. Спасибо большое, Keir. Thank you, Keir. Это был 128-й день войны. В хрониках войны мы поговорили о том, как складывается международная ситуация с Keir Giles, Russia и Евразия, программа от Chatham House. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии в соцсетях, распространяйте это видео и увидимся на следующей неделе.